Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такой вот интересный клатч. Вот так вот он выглядит с обратной стороны, на замочке. Достаточно вместительный. Наш бантик вот так отодвигается, и можно носить его вот таким вот образом. Можно носить вот так, можно одеть вот сюда кольца-карабины, одеть цепочку и носить как сумочку. Также можно одеть и короткую ручку и носить его просто вот так. То есть все зависит от вашей фантазии. Данный клатч я вязала из шнура карамель от пряжи Центр. Основа клатча у меня карамель и бант из карамель Baby. Очень понравился мне этот шнур, мягкий, легкий в работе, и его достаточно много, 200 метров, мне хватило на целый такой большой объемный бант. Ссылку на сайт производителя я вам оставлю ниже в описании. Промокод на скидку в 5% также будет там же ниже в описании. Для вязания нам понадобится один моток обычный карамель и один моток карамель Baby. Также можно использовать вот такие вот украшения. Еще нам понадобится молния. Еще нам понадобится два размера крючка. Один крючок номер 5 или номер 6, в зависимости от вашей плотности вязания, для вязания основного полотна, то есть для вязания клатча. Для вязания банта нам понадобится крючок номер 4. Что еще хотела сказать? В принципе, вяжется оно все очень быстро, ничего такого сложного нету. Самые обыкновенные столбики без накида. Связать такой клатч вы можете из любого цвета. Шикарно будут смотреться все оттенки бежевого цвета. Допустим, можно сделать однотонный, можно сделать, допустим, клатч потемнее, бант посветлее. То есть все зависит от вашей фантазии. Также размер клатча, смотрите, у меня вот такой. Вы можете сделать размер и побольше, и поменьше, наоборот. То есть тот же самый бант вы можете любого размера сделать. Клатч, у нас размер зависит клатча от наборной цепочки воздушных петель. То есть у меня здесь 22 воздушные петли. Чем больше клатч, тем больше воздушных петель мы набираем в начальной наборной цепочке. То же самое и здесь. Размер в длину, так сказать, в ширину банта зависит от количества рядов. То есть у меня здесь 20 рядов, например, у одной половинки. Можно сделать его поменьше, то есть 15 рядов и так далее. Здесь можно сделать побольше вот этих вот уголочков. Можно, вот у меня их здесь 5, можно сделать 7 и более. Вот. В принципе, носить его можно с чем угодно, как угодно, когда угодно, куда угодно. По поводу цвета, также это можно сделать и контрастным. Допустим, черный клатч, белый бант, или наоборот, белый клатч, черный бант. Полностью в черном цвете это смотрится шикарно. В общем, ваша фантазия решает все. Заранее хочу поблагодарить вас за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк видео, если оно вам понравится, и обязательно смотрите до конца. Очень много интересного. Итак, для начала нам нужно оставить небольшой хвостик, сантиметров 25-30, чтобы сшить наши половинки клатча. Теперь, смотрите, делаем петлю, вставляем крючок и делаем одну воздушную петлю. Сильно мы ее не затягиваем, так как ее мы тоже будем считать. И теперь, смотрите, нам нужно с вами набрать цепочку из 22 воздушных петель. 2, 3, 4. Двадцать один и 22. Вот такая вот цепочка из воздушных петель у нас получается. Теперь смотрите, делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, и вот здесь вот есть вот такие вот перемычки. Видите, вот она наша косичка. Развернули, и вот за вот эти перемычки мы будем с вами вязать. Для чего мы это делаем, сейчас я вам покажу. После того, как мы свяжем с вами первый ряд. Первая, видите, вот эта вот перемычка, это от петли подъема, во вторую от крючка,
мы вяжем первый столбик. Далее следующая перемычка, вставляем крючок под нее, вяжем второй столбик. Третий столбик. Четвертый. И так далее. То есть вяжем таким образом до конца ряда. И вот что у нас с вами получается. И вот здесь как раз видно, видите, вот для чего мы оставили вот эту косичку снизу, чтобы потом, когда мы закончим вязание, у нас с обоих сторон была вот такая красивая косичка. Теперь вяжем до конца ряда сами, и я покажу вам, что делать дальше. Итак, вот я довязала до конца ряда, провязала, получается, 21 столбик, и у меня остался последний 22. Вот видите, наша косичка мы провязываем вот за вот эту вот петельку. Это самый первый столбик, который мы с вами не затягивали. Вот так вот, видите, и наша косичка снизу сохранилась. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание в эту сторону. И вот эту первую петельку мы пропускаем, это петля подъема, и вот сюда во вторую, за обе стенки от вершины, вот таким вот образом, мы продолжаем вязать. Вставляем крючок за обе стенки. То есть ничего сложного, мы просто вяжем обратным рядом. И обязательно считайте, не запутайтесь, потому что иногда бывает, что вот здесь в начале ряда мы петлю забываем пропускать, или вот здесь в конце ряда мы провязываем лишнюю, и в итоге у нас получается больше, и вязание становится неровным. Поэтому постарайтесь первые ряды это все посчитать, потом уже будет легче, потом это все будет делаться на автомате. Вот таким вот образом мы довязываем до конца ряда. Подошли к концу, вот здесь вот видите последний наш столбик, вот он. Последняя вершина, провязываем последний столбик, и вот такой вот у нас получается вязание, видите, все ровно и аккуратно. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем всегда в эту сторону, чтобы вот здесь у нас красивый аккуратный край был. И смотрите, опять же, первую петельку мы пропускаем, это петля подъема, и во вторую петлю, во вторую вершину, за обе стенки вершины мы вставляем крючок и продолжаем вязать. То есть ничего сложного нету, это самые обычные обратные ряды. Таким образом мы вяжем до тех пор, пока у нас не кончится моток. Моток у нас должен кончиться, смотрите, вот здесь мы оставили с этой стороны крючок, чтобы сшить эту сторону. И закончить вязание мы должны вот с этой стороны, чтобы у нас вот с этой стороны остался хвостик, точно такой же небольшой, примерно сантиметров 25-30, чтобы сшить уже эту сторону. Итак, я провязала нужное мне количество рядов, у меня получилось 28 рядов, и смотрите, как я и говорила, начали, видите, хвостик с этой стороны, а заканчиваем ряд хвостик с этой стороны, то есть эту сторону мы сошьем вот эту половинку, а вот эту половинку мы сошьем с этой стороны. Видите, у меня вот здесь остался моточек. В принципе, хватило бы еще на один ряд, но тогда у меня бы закончилось вот с этой стороны. Поэтому я закончила вот здесь. И теперь смотрите. Вот таким вот образом мы складываем пополам наш кладчик. И вот что у нас получается. Давайте сейчас пройдемся по размерам. Смотрите. В ширину у меня получается 24 сантиметра. Плюс шов это плюс-минус будет 24,5-25 сантиметров. Все полотно у меня получается 32 сантиметра, 32,5, если быть точнее. Если мы его сложим вот так вот, то наш клатч в высоту получается 16 сантиметров. В принципе, такой небольшой и достаточно удобный клатчик. Что мы делаем теперь? Теперь нам нужно с вами пришить молнию, то есть вот в таком виде, чтобы не мучиться потом во время, когда мы сошьем, и не пытаться вот здесь вот пролезть, вот это очень неудобно, поэтому вот на таком моменте мы пришиваем с вами молнию. Молния у меня вот такая длинная, вот здесь вот видите,
она у меня расходится, то есть вот это вот очень удобно, когда молния вот такая, вот я стараюсь всегда такие брать, то есть мы застегнули и можем пришить вот здесь вот по краям ее. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы примеряем молнию, нужную нам длину, это примерно вот так. Отстегиваем наш замочек. И теперь вот смотрите, выставляем на нужную нам длину и обрезаем не вот здесь вот прям по краям, а немножко побольше возьмите, на сантиметра полтора побольше обрезаем, потому что нам нужно будет это все дело еще подвернуть, подшить, чтобы оно не распускалось. То есть вот таким вот образом. Вот здесь можно подтянуть замочек, чтобы это все было ровнее. Вот и все. Мы обрезали нашу молнию. Теперь еще раз давайте примерим ее. Вот поглядите. Сантиметра полтора она у нас выходит. Для чего мы это делаем? То есть вот здесь, видите, чтобы не распускалось, надо будет подпалить зажигалочкой. И потом это все дело мы вот так вот заворачиваем и сшиваем, чтобы наш замочек, видите, как это с обратной стороны смотрится, не выходил. А вот из этих вот частей, в принципе, видите, почему я люблю еще длинные вот эти вот молнии, можно купить собачку, и у нас будет еще один кусочек молнии. Поэтому вот это вот можно не выкидывать, оставить до лучших времен. А теперь вот смотрите. Берем зажигалку и вот так вот аккуратненько кончики подпаливаем. Вот, видите, они не распускаются, как вот здесь. Вот так. Теперь берем иглу. Складываем вот так. Видите, с обратной стороны, как это выглядит. Вот так. И вот этот хвостик мы поджимаем вот сюда. Вот таким вот образом. Придерживаем пальчиком и делаем несколько стежков. Чтобы это все дело не распустилось. Вот так. И вот видите, оно все держится. Теперь вот таким вот образом будет выглядеть наш клатч. Берем вот эту вот первую часть молнии, которую мы с вами вот сейчас подготовили. И вот таким вот образом она у нас будет стоять в клатче. Мы ее прикладываем вот с этой стороны. Вот так вот. Видите? Вот так. Берем иглу и начинаем пришивать. Сейчас я опущу, давайте камеру пониже, а то не очень удобно тянуть это все кверху. И вот смотрите, прикладываем сюда, вставляем иглу, вот здесь вот пришиваем, в принципе, как и обычно. Ничего сложного здесь такого сверхъестественного нету. Я стараюсь пришивать вот здесь, видите, за вот эти вот вершины. И вот таким вот образом мы проходимся до конца. Сильно не натягивайте, так как вот здесь вот мы еще будем отпаривать, немножко выпрямим, вытянем, поэтому сильно вот здесь не затягиваем. И вот таким вот образом у нас будет смотреться наша молния. Точно так же мы пришиваем и вторую половинку с замочком. И потом после этого нам нужно будет это все дело хорошенько отпарить, чтобы оно все держало форму.
Итак, я отпарила, пришила молнию. Вот здесь, видите, я уже ее застегнула. Вот так вот это все у нас будет выглядеть. Вот здесь вот, видите, с этой стороны я уже прошила хвостиком. Тут особо значения не имеет, какой будет шов, так как у нас все-таки с этой стороны все будет закрываться бантом. Поэтому самое главное, не забудьте застегнуть замок, когда будете пришивать, потому что потом будет сделать немножко сложно это все. И теперь сошьем давайте вместе вот эту сторону. Как я уже и сказала, особой разницы у нас нету, какой будет шов, то есть все это будет закрыто бантом. Игла широкая, чуть-чуть неудобно. А дальше уже куда попали, туда и вставляем иглу. И обычными швами все это дело прошиваем. Хорошенечко подтягивать не забываем. Ну а теперь перейдем к вязанию нашего бантика. И теперь смотрите, наш бантик будет вязаться в две половины, поэтому для вязания первой половины мы набираем цепочку из 63 воздушных петель. Формируем первую петельку, сильно ее не затягиваем, как обычно. Ее мы тоже считаем. Получается 2, 3, 4, 5. Итак, вот я набрала цепочку из 63 воздушных петель. Далее делаем одну воздушную петлю подъема. И вот смотрите, во вторую петлю от крючка мы вставляем крючок и провязываем первый столбик. Далее в следующую петлю мы вставляем крючок и провязываем второй столбик. В следующую третий, четвертый и пятый. Вот так вот. 5 столбиков провязали. В следующую петельку, вот в эту, мы провязываем 3 столбика. Раз. Сюда же в эту же петельку мы провязываем 2. И в эту же петельку провязываем 3 столбика. Делаем вот такой вот уголочек. Далее мы снова провязываем 5 столбиков. Раз. 2. 3. 4, 5. Вот такой вот уголочек у нас получается. Далее 2 петли мы пропускаем. Раз, два. И вот в третью петлю мы вставляем крючок. И снова провязываем 5 столбиков. Вот видите, у нас с вами получается вот такой вот зигзаг. Далее у нас снова в следующую петельку, как и вот здесь, повторяемся, 3 столбика в одну петлю. Раз, два, и в эту же петлю 3. Снова сделали поворот. Далее снова у нас идет 5 столбиков. И теперь, как и вот здесь, выполняем внутренний поворот. Пропускаем 2 петли. И вот сюда в третью мы вставляем крючок. И снова вяжем 5 столбиков. 2, 3,
4, 5. Вот что у нас с вами получается. Вот такой вот зигзаг. Далее у нас снова 3 столбика в одну петлю и повторяемся. Таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда у вас должен получиться вот такой вот уголочек. Вот я довязала до конца ряда, и вот что у нас с вами должно было получиться. 5 вот таких вот уголков. Теперь смотрите, переходим к вязанию второго ряда. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вязать будем вот за вот эти задние стеночки. И смотрите, теперь, чтобы у нас сохранилось количество 5 столбиков вот с этой стороны, с крайней, мы будем начинать вязать первая петля подъема, вторую пропускаем, и вот сюда в третью петлю от крючка мы будем вязать. Всегда начало ряда у нас будет вязаться в третью петлю от крючка. Далее за задние стенки мы провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И теперь вот смотрите, если вот с этой стороны мы посмотрим, вот он получается центральный столбик из 3, который мы вязали в одну петельку. В него за заднюю стенку мы провязываем также 3 столбика. 1, 2, 3. Далее снова вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Точно так же, как и вот с этой стороны, 2 петли мы пропускали вот здесь, и вот здесь 2 петли мы пропускаем вот эти вот, и в третью вяжем 5 столбиков. То есть ничего сложного, мы повторяем наш самый первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. Далее разворачиваемся, и вот мы как раз дошли до центрального столбика из 3 вот этих вот столбиков в одну петлю. Точно так же вяжем 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3. И вот что у нас с вами получается. Далее мы идем до конца ряда, и вот здесь точно так же мы, смотрите, 1 столбик мы не довязываем. Сейчас я вам покажу. Итак, вот смотрите, я дошла до конца ряда, сделала, вот видите, 3 столбика и провязала 1, 2, 3, 4 столбика. И теперь смотрите, у нас осталось вот здесь 2 петли. Мы их провязываем вместе вот таким вот образом. Вставляем крючок сначала сюда, под первую петельку вытягиваем, далее под вторую петельку вытягиваем, 3 петли на крючке мы провязываем вместе, то есть делаем убавку. В начале ряда мы с вами всегда пропускаем 1 петлю, в конце ряда у нас всегда вот такая вот убавка. Далее воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и точно так же, смотрите, первая петля подъема, вторую пропускаем и в третью петлю от крючка мы начинаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь вот смотрите, если мы повернемся, то как раз мы дошли до центрального столбика из 3. И точно так же вяжем 3 столбика в одну петлю. 2, 3. Далее мы вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Дошли до внутреннего поворота, 2 петли пропускаем и в третью вяжем снова 5 столбиков.
Раз, два, три, четыре, пять. И вот поглядите, мы опять подошли к центральному столбику. Снова делаем 3 столбика в одну петлю и продолжаем вязать таким образом до конца ряда. Вот здесь в конце ряда вот эти вот 2 петельки мы провязываем вместе. И таким образом мы с вами вяжем 20 рядов. То есть 3 мы уже провязали, получается 2 провязали, 3 начали. Вяжем ровно 20 рядов до верха. Ну вот, смотрите, я довязала свои 20 рядов, и вот что у меня получилось. Таких деталей нам нужно с вами связать 2 штуки. Вот здесь хвостик оставляем подлиннее, для чего объясню чуть-чуть попозже. А пока, смотрите, еще точно так же мы набираем 63 воздушные петли, и точно так же, как и в этой детали, мы вяжем вот таких еще 2 детали. Здесь у нас 5 рядов. И тоже хвостик оставляем подлиннее для пришивания. Теперь смотрите, для чего мы оставляем вот этот хвостик. 20 ряд мы с вами вяжем для того, чтобы не обсчитаться, так сказать, в столбиках. Теперь мы его распускаем. Вот, до воздушной петли подъема мы его распускаем. И теперь нам нужно привязать вот эти 2 запчасти. То есть мы снова вяжем 20 ряд, но уже привязываем вторую вот эту вот нашу маленькую детальку. И вот смотрите, вот она наша воздушная петелька. Вот с этой стороны в самую первую петлю мы вставляем крючок, захватываем и вытягиваем вот эту вот нашу воздушную петельку. Берем рабочую нить, и так как мы за задние стенки вяжем наш следующий ряд, получается, вот здесь нам тоже нужно вязать за одну стенку. И тут точно так же нам нужно вязать за заднюю стенку. Если мы вот с этой стороны повернем, вот здесь у нас тоже задняя стенка. Первая, вторая, здесь тоже вторая. Чтобы было проще, можем отсчитать вот от этого места. То есть вот она, центральная петля, в которую у нас будет вязаться 3 столбика. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Вот в эту петельку мы вставляем крючок. Здесь точно так же. Вот он, центральный столбик. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда мы вставляем крючок. Вставляем крючок в заднюю стенку с этой стороны и заднюю стенку с этой стороны. Для нас она получается ближняя. И вот здесь у нас останется наша вот эта вот косичечка. И вот здесь у нас останется тоже косичка. Захватываем нить и провязываем столбик. То же самое повторяем со следующим столбиком. Задняя стенка с этой стороны и задняя с этой. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. И теперь у нас с вами идет 3 петли в один столбик. Раз. Сюда же. 2. И 3. И вот посмотрите. У нас вот с этой стороны продолжение вязания, и вот с этой стороны тоже продолжение вязания. И таким образом мы провязываем ряд до конца. Именно поэтому мы провязывали вот этот вот ряд 20 полностью, чтобы у нас осталось вот здесь нужное количество нити. Если вы боитесь, что вам не хватит, то вот здесь прям впритык не обрезайте, оставьте немножечко, чтобы уж наверняка хватило. Ну и вот что у нас получилось. Я провязала, прошила до конца, соединила 2 половинки и спрятала ниточку. И теперь смотрите, нам нужно соединить вот эти вот наши половинки вот таким вот образом.
Для этого мы сначала дойдем до вот этого угла, параллельно мы пришьем вот эту вот нашу часть к вот этой. Тут особо тоже сильно не имеет значения, с какой стороны у нас будет шов и каким он будет, потому что это все у нас спрячется внутри, завернется. Вот, поэтому просто прошиваем, подтягиваем. Главное все это делать максимально аккуратно. И вот так вот, видите, мы пришили обе половинки. Теперь вот это вот дело мы выворачиваем наизнанку. Вот так. И вот таким вот образом складываем пополам наше вязание. И вот смотрите, теперь у нас вот с каждой стороны по 5 столбиков. Нам нужно провязать только вот эти 3 до угла. То есть вот эту часть мы с вами оставляем. Мы соединительными столбиками, то есть просто вот таким вот образом доходим до нашей 3-й петельки. Сильно тоже ничего не затягиваем. И точно так же, как и вот здесь мы пришивали 2 детали, мы просто соединяем, делаем 3 стежка до угла. Вот так вот. И вот посмотрите, если мы вывернем, вот что у нас с вами получается. Вот такое вот соединение, не до конца. Точно так же мы переходим и соединяем вот эту часть. То есть вот здесь вот мы по петелькам поднимаемся. И доходим вот до этого момента. Вот так. То есть, видите, вот здесь особо сильно не важно, как это будет выглядеть, вот этот наш переход, так как это все останется внутри, на изнанке. Видите, вот с этой стороны ничего не видно. И теперь снова делаем 3 стежка. 1, 2 и 3. Выворачиваем, и вот видите, у нас уже 2 соединились. Таким образом мы соединяем до конца. Получается еще 3 штучки. И вот смотрите, что должно было получиться у вас. Видите, вот эти части мы сшили с вами и соединили вот эти вот наши уголочки. Вот так вот. Теперь вот эту вот нить мы пока не трогаем. Она нам нужна, чтобы пришить вот эту деталь к клатчу. Теперь я отрезала небольшой кусочек от мотка, одеваю на иглу. И точно так же, как мы соединяли вот эти вот наши уголки, нам нужно соединить теперь вот эти уголки. Точно так же с изнанки. То есть вот она, наша лицевая сторона банта. И вот с этой стороны мы с изнанки соединяем, точно так же проходимся. И смотрите, вот здесь снизу мы уже прошиваем все 5 петель, все 5 столбиков. Соединяем нить вот здесь вот просто узелком. Все вот эти вот торчащие хвостики мы потом с вами спрячем в вязание. И начинаем пришивать. Можно вот даже сейчас и начать прятать. Вставляем, и в каждую петельку мы делаем по стежку.
вот что у нас с вами получается. Если мы вывернем, то у нас вот такое вот соединение. Вот видите, все вот эти вот наши ряды, они спрятались, края. И вот так вот будет выглядеть наш бантик. Теперь снова вернемся. Берем наш следующий уголочек. И точно так же находим вот эти вот, смотрите, внутренние углы, 2 воздушные петли мы вот эти пропускаем. И вставляем иглу вот в следующую, получается. Откуда у нас выходит следующий столбик. Здесь все подтягиваем. И снова делаем 5 стежков. И вот здесь, смотрите, нам нужно вернуться вот сюда снова в начало. Вот он, видите, наш шов. Мы под него вставляем нашу иглу. Под каждую из наших 5 петелек вставляем иглу и вытягиваем. Так, хвостик. Обязательно придерживайте. Вот здесь вот эти вот припаянные хвостики немножко цепляют ниточки, поэтому будьте аккуратны. И вот мы вернулись снова в начало. Соединяем следующий уголок, вставляем иглу и продолжаем шить. Итак, вот смотрите, я прошила до конца ряда. И теперь вот здесь, если мы повернемся, вот они, вот эти вот наши воздушные петли внутреннего угла, которые мы пропускали. Теперь мы вставляем иглу вот так вот в каждую из вот этих вот цепочек из воздушных петелечек. А вот здесь в самом начале и вот здесь в самом конце мы вставляем просто в самую первую петельку ряда. Вот так. И теперь это все затягиваем. Вот что у нас с вами получается. Далее нам нужно снова в начало ряда. Ну, вот таким вот образом делаем несколько стежков для закрепления. И смотрите, что у нас с вами в итоге получается. Вот такая вот одна половинка бантика. И точно так же мы делаем и со второй половинкой бантика. После того, как мы закрепим вот это вот все дело здесь, нам нужно будет пришивать его с этой стороны. Так, вот смотрите, я пришила одну половину бантика. Вот здесь вот смотрите. Особого значения не имеет, как и каким швом мы это будем пришивать, так как это все здесь будет спрятано и не видно. Вот так вот это будет выглядеть у нас с этой стороны, задней. И теперь пришиваем вторую половину бантика. Вот таким вот образом. Точно так же вот здесь вот смотрите. Мне просто на камеру это немножко неудобно сделать, потому что тут все выворачивается, и плюс еще цвет, что-то я темный такой выбрала. Ну, в общем, принцип покажу. Вот здесь в самую верхнюю мы вставляем иглу и делаем стежок. И все. Цепляем и пришиваем наш бант к нашему клатчу. Вот так. То есть ничего такого сверхъестественного здесь нету. Это все у нас останется внутри, поэтому прям такой аккуратный и красивый шов тут делать не обязательно. Если вы хотите, то, конечно, можете и заморочиться. Но, в принципе, тут ничего такого не видно. Ничего такого незаметно. Ну и все это получается довольно-таки, видите, аккуратненько спрятано. Ну, вот таким вот образом мы пришиваем
наши две половинки. Если, конечно, у вас будет бант другого цвета, то, конечно, нужно будет заморочиться вот здесь вот во время пришивания, чтобы вот здесь сильно не видно было шов. Ну и в принципе его все равно не так будет видно, потому что это все останется внутри под бантом. Теперь, смотрите, после того, как мы пришьем обе половинки банта, нам нужно будет вот этими вот хвостиками, которые у нас остались, вот здесь вот в серединке, нам нужно будет наш бант соединить. То есть вот здесь прошить и связать вот такую вот штучку. Для того, чтобы наш бант вот так вот спрятать. Вяжется она легко. В принципе, вы сможете ее связать сами. Точно так же, как мы вязали основное полотно нашего клатча. Набираем, вот смотрите, цепочку из 8 воздушных петель плюс 1 петля подъема. И обратными рядами мы вяжем вот так вот 17 рядов. Я вот здесь провязала 16. И сейчас по банту померила, мне немножко не хватает. Поэтому вяжем 17 рядов, 17, можно 18, то есть это зависит от того, насколько сильно вы хотите затянуть вот эту часть. То есть, смотрите, видите, можно ее сделать и вот такого вот размера, то есть не сильно узко, да, затягивать, как вот у меня будет вот так вот, а можно сделать и пошире. То есть вот здесь мы сильно не затягиваем и вот так вот пошире берем и соединяем наш бант вот таким вот широким швом. И вот здесь уже мы соединяем, то есть вяжем примерно рядов 20-22, и у нас уже будет вот такой вот широкий бантик вот с этой стороны. Но я хочу, чтобы у меня более-менее было видно мой основной клатч, поэтому я провязываю 17 рядов и покажу вам, как соединить. Вот смотрите, я соединила две мои вот эти вот половинки бантика. Иглу я пока не убирала, и что мы делаем дальше? Мы пропускаем нашу вот эту вот запчасть под нашим бантом. И теперь нам нужно с вами провязать соединительные столбики. Вот эту вот петельку мы выходим вот сюда, в самое начало ряда с этой стороны. Вот так вот. Немножко петельки узенькие, неудобно. И теперь соединительными столбиками мы просто проходимся вот здесь вот, соединяя обе половинки. Вот здесь вот за переднюю стенку. И здесь тоже за переднюю стенку захватываем нить и провязываем соединительный столбик. Далее следующий с переднюю стенку с этой стороны и с этой стороны. И еще один соединительный с этой стороны и с этой. Еще один соединительный. В конце мы это все дело соединяем. Вот что у нас получается. Теперь ниточку вот здесь нам нужно будет закрепить и обрезать. Кончики обязательно подпаливаем, чтобы они не распустились. И вот теперь смотрите, вот этот наш шов нужно подвинуть на заднюю сторону. То есть мы просто это все дело пододвигаем. И вот он, наш бант готов. Теперь смотрите, вот этот вот хвостик, который у нас остался от того, что мы соединяли вот эти две половинки банта, вот этим хвостиком мы можем вот здесь вот соединить, чтобы он наш бантик не съезжал. Вот здесь вот за край с этой стороны бантика и с этой. Допустим, вот так. Вот. И то же самое пройдем сзади соединительными до этого момента. Точно так же соединим мы вот с этой стороны бантик. И он уже, вот эта вот наша часть, не будет туда-сюда ездить. И в принципе, давайте вот так зацеплю. И вот он,
наш клатч готов, получается. Вот таким вот образом он у нас будет выглядеть. Ниточки эти все потом спрячем. На замочке. Вот с этой стороны можно у нас одеть кольцо-карабин и приделать вот такую, например, ручку. Либо его носить вот таким вот образом, то есть ничего сверхъестественного. Если вам не нравится такого размера бантик, вы всегда сможете сделать его меньше, допустим, провязать не 20 рядов, а 15, и, соответственно, он у вас будет размером с наш клатч. Я, видите, хотела сделать прям большой бант. Мне очень понравилось, как это смотрится именно в большом варианте. Я когда вязала это все, я примеряла обязательно все, и мне понравился именно вот такой вот вариант с большим бантом. Поэтому, если вам не нравится именно большой бант, вы можете сделать его поменьше, размером с клатч, и тогда он будет примерно, видите, сейчас, примерно вот такого размера, да, то есть тут все зависит от вашей фантазии. Ну вот, например, на вот этот вот бант у меня ушло ровно один моток Карамель Бэби. Здесь на сам клатч у меня тоже ушел ровно один моток, поэтому имейте в виду, получается, если ваш клатч будет большего размера и бант будет большего размера, соответственно, расход у вас увеличится. Если наоборот будет бант, допустим, клатч вы оставите такого же размера, а бант хотите поменьше, то у вас останется немножко, и там можно будет сделать что-нибудь еще, то есть какую-нибудь ручку сделать, допустим, не кожаную, да, вот здесь, а вязаную, например. Точно так же можно вот здесь вот одеть 2 кольца карабина, одеть цепочку и сделать сумочку через плечо. То есть все зависит от вашей фантазии. Как вязать вот такой вот бант, я вам уже показала. И, например, смотрите, если вы хотите такой бант прям пообъемнее, чтобы он так сильно выпирал, торчал, такой был, так сказать, поплотнее, вот, и пообъемнее, тогда мы берем 2 мотка карамели, чтобы наверняка нам хватило. И вот здесь, вы видите, вот эти вот части, где мы с вами вязали 5 рядов, маленькую запчасть, мы вяжем полностью такого же размера, как и вот эта передняя часть. И потом вот здесь уже, получается, мы соединяем не вот только вот с этой стороны, да, и вот здесь. Мы прошиваем полностью от начала вот отсюда, потом проходим вот с этой стороны и доходим снова до сюда. И у нас вот этот бант будет очень плотным таким, и, соответственно, будет лучше держать форму. Здесь у меня иголка стоит, думаю, что так. В общем, спасибо всем, что смотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам было интересно. Данным способом можно связать не только клатч, то есть можно данный бант использовать для любых целей. Вот, можно сделать, видите, не как здесь у меня, допустим, вот 5 уголочков, можно сделать 7 уголочков, то есть прям большой такой сделать бантик. Объемный, широкий, ну, соответственно, расход у нас увеличится, поэтому все зависит от вашей фантазии. Спасибо вам еще раз за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, да, переходите по ссылке внизу, смотрите другие мои видео, и до новых встреч, пока-пока!